Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог на канале Таро Инспирасьоны. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что скрывает август? Внезапные события августа, что вы не сможете проигнорировать, или что будет для вас неожиданным и поворотным моментом в вашей жизни или в вашей судьбе. Вот давайте будем узнавать. И у нас карты пасьянса, которые нам не только расскажут, но еще и покажут. И август у нас может быть одним из самых насыщенных месяцев года 2026. И именно происходит за счет коридора затмений. И августовское небо не требует от нас спешки. Значит, есть какие-то решения, которые вам нужно будет более обстоятельно обдумать, потому как требует присутствия, участия в чем-то, подготовки, кстати, мы можем что-то, как наше намерение, больше так раскладывать на тезисы или буквально просчитывать, да, если это с какой-то материальной ситуацией совпадает. Ну вот именно тщательный расчет тут тоже будет важен. И у нас две основные даты. Это новолуние. Если мы говорим о солнечном затмении в знаке Лев, оно всегда совпадает новолуние. И новолуние – это новая энергия. Это, знаете, как новая дверь открывается. Причем это для вас открывается шестимесячный цикл с новыми намерениями или с новым желанием как-то самовыражаться, может быть, новые смыслы именно. И вторая дата основная – это полнолуние. А это та дверь, которую мы закрываем, кстати, сами. И она совпадает у нас с лунным частичным затмением в Рыбах. Это происходит 28 числа. Но за этот период августа у нас Венера в Весах 7 числа. И это очень гармоничный транзит, потому что мы говорим, Венера – планета малого счастья. И это, правда, может касаться где-то денег, я такое не исключаю. Или вопросов быта, комфорта, вашей личной жизни – но, в принципе, даже с сложными людьми нам дает пространство, судьба, возможность договориться, может быть, подписать и рассмотреть как-то правильно документы, где поставить подпись, да, или в чем. Но и удваивает вот эти энергии Солнце в Деве с 23 августа. Это как раз в сезон порядка и таких вот земных, но очень гармоничных энергий. И вы можете какие-то, правда, вопросы финансов для себя, возможно, и улаживать. А у вас тут выпадает, смотрите, какое-то неожиданное известие вас ожидает. И вот когда колокол, это всегда то, ну, мы о чем-то не предполагали. Это могут быть, нам не говорят, что, но чаще это по колоколу, то, что не мы инициировали, а это именно приходит либо со стороны людей, либо со стороны обстоятельств. Может быть, я такое допускаю, даже у людей что-то меняется, да? Но, значит, это каким-то конкретным образом будет затрагивать и вас. Это может быть банальная какая-то история, в которой мы можем оказаться, ну, вот, потому как мы и не планировали, но как-то нас это затрагивает. Какой-то неожиданный поворотный момент у вас определенно будет. Или потому что так сложились, опять же, обстоятельства или какая-то ситуация. У вас будет поворотный момент в вашем открытом пути. Я могу сказать, что вам тут пространство как будто открывает пути. Я также не исключаю. А у вас, смотрите, такой поворотный момент, когда исполняется ваше желание. И, кстати, корабль, я надеюсь, это видно. Корабль – один из символов Меркурия. Давайте чуть-чуть сдвину. И поэтому, правда, тут может быть неожиданная новость, которая поначалу, может быть, и выглядит как-то, или ситуация, да, в которой вы оказываетесь. Но либо выводы мы такие делаем, либо как-то так будут складываться какие-то, как люди, например, которые в этом участвуют, или какой-то, опять же, новая точка отсчета, когда ведь самое главное, какое-то желание ваше исполняется, но оно может прийти к вам или прийти к исполнению совсем не тем путем, как вы это прежде предполагали. Вы для себя могли простроить какую-то траекторию, а тут вам, скорее всего, придется что-то видоизменять. Будьте готовы, потому что, знаете, вот когда выпадает ключ, ключи ведь это у кого? У иерофанта мы всегда говорим, да? То это нам какой-то, как по судьбе. Нам выпадает его величество случай или словно мы вытягиваем счастливый билет. А поначалу это может выглядеть вообще никак. Или выглядеть что-то ненадежным. А вы люди надежные. А у нас тут еще совпадает именно в этом квадрате кот. Кот – это флирт. Добрые, опять же, энергии, направленные в отношении вас.
Это может быть для кого-то даже новое знакомство. Для кого-то из вас это, в принципе, хорошее настроение. Вот правда какой-то путь открывается, но не так, как вот, значит, есть какое-то ваше намерение или какой-то ваш жизненный сюжет, который может видоизменяться от каких-то обстоятельств или новостей, которые приходят в вашу жизнь. Итак, смотрим. В нашем пасьянсе мы можем соединять то, что находится в крайних рядах по горизонтали, по вертикали. И вот пока я с вами говорю, я контролирую. И надо сказать, что-то я не вижу. Ну вот, наверное, самое важное я вам уже сказала. Исполнение желаний и какой-то поворотный момент. Ладно, давайте дополним картами Таро. Так что же там такое скрывает август? Деньги. В центре внимания может быть как раз какая-то денежная история. Но по шестерке пентаклей мы говорим помощь высших сил. Не успела сказать, как тут же нам и карта перевернулась. Стала быть денежная ситуация, но какая-то вас либо может побудить каким-то решением, или вы оказываетесь, может быть, в каких-то определенных условиях, где именно через деньги нужно что-то решить. И вам в этом, как фортуна, выпадает. Вас как кто-то поддерживает. Или как-то удачно могут сложиться обстоятельства. Ведь это еще карта финансовой победы. Поэтому вы можете решить в августе как-то очень правильно, грамотно финансовый вопрос. Словно вот эту победу получаете вы, и перед вами какой-то путь открывается. Так что же скрывает август? Давайте. Теперь я сама достану эту карту. Что скрывает август? О чем вы не знаете, не можете предположить, а придется этим заниматься. И если мы говорим новолуние, полнолуние, одна дверь открывается, а другая неизбежно, мы сами ее захотим закрыть, так вот что уйдет? А что придет взамен? Что будет продолжаться, возможно, на последующий период? В чем ваша сила, в чем ваша фортуна, в чем высшие силы вам помогают, и вы вот именно в чем вы сильны? И так что же будет внезапно? Что же там за событие, которое, возможно, как снег на голову, да, сваливается? Ну вот какие неожиданности будут для вас, чем связано или с кем? Итак, интересно, интрига уже создана. Давайте пройдем. Что скрывает август? А что-то тут не про скрытие. Королева Пентаклей, ваша карта. Тут никто ничего не скрывает. Тут наоборот все понятно, все как-то разложено по местам. А это значит ваши планы, мои дорогие. С чем это связано? Хотя, опять же, у нас Пентакли, поэтому вот та карта-подсказка, шестерка Пентаклей, говорит, что да, приготовься, Козерог, что у тебя, возможно, в центре всех твоих решений, интересов как-то будут участвовать деньги. А нет, мои дорогие, у кого-то может проиграться как личная жизнь, вопросы дома. Но все-таки емкая карта королевы Пентаклей. Может быть, это и для вас, ваши собственные планы. У кого-то может совпасть. Смотрите, нам выпадает волшебная карта туз кубков. Радости, счастья, приятных эмоций, любви, мои дорогие. И вот какая-то история. Это колода Чиро Маркетти. Как будто нужно козерогам какую-то траекторию проложить на будущее. Да, не случайно тут у нас лучезарная дельта глаз, предвидение на несколько, может быть, периодов вперед или предвидение какой-то ситуации. Но помимо вот этой чаши, через которую льется, как переполняется амброзия, да, волшебная, у нас есть рыбы. И рыбы означают два символа. Поездка, перемещение, переезд и второй момент – деньги. Как богатый улов. Поэтому у кого-то путешествие или какая-то, может быть, вынужденная поездка, или планируемая тут у каждого по-своему, или то, что вы планируете вообще на какой-то последующий период, и вам нужно как подступиться к этому вопросу, подготовить какие-то документы, да, что-то вы тут себе как поставите в план, и вы будете к этому готовиться, но тогда вот что скрывает в август? Перед вами откроются ну-ка, какие-то возможности, причем осуществить. Может быть, вам для этого придется что-то и просчитывать. Мы не забываем, да, не требует августовское небо спешки. Поэтому где-то и королева Пентакли вам в помощь или где-то, знаете, внутренней энергии уверенности. Но уверенность
Все-таки, опять же, посмотрите, пентаклевая карта, по тройке пентаклей мы как экзамен какой-то проходим. И, может быть, даже где-то, исходя из карт пасьянса, тут тоже нам говорят, что, ну, есть у тебя какой-то поворотный момент, и это может быть связано с вашим окружением. У кого-то планируемый как смена окружения, смена работы, потому что по этой карте, как и работа в команде, но это какой-то новый проект по деньгам или новый проект по работе. Желание, может быть, сделать карьеру. Но вы можете оказаться среди людей как новой общности, нового менталитета, просто новый коллектив, а для кого-то это могут быть люди, которые говорят на других языках. У кого-то может даже проиграться, да, вот эти рыбы на тузе кубков, как далекий переезд, праздник после победы. Вот что скрывает, мои дорогие, август. А для кого-то из вас решение вопросов по части дома, семьи, личной жизни, планируемого места пребывания или то, которое, ну, как-то у вас формируется в течение августа, а может быть, какие-то прежние темы остались не решены. Вот карта может и говорить о важной встрече, когда люди на расстоянии, да, вот может тут быть такая встреча состояться, ну или планироваться, потому что тройка пентаклей, и это скрывает август. Вообще волшебная энергия. А что же уйдет? Вы знаете, туз мечей мы ведь говорим, да, словно меч пронзает пространство. И всегда, хоть мы говорим выход из лабиринта, по крайней мере, я в своих раскладах, ну так анализирую и часто эту фразу говорю, потому что это есть какое-то, ну, одновременно и завершение, как точка невозврата. Это вот действительно был какой-то лабиринт, предыдущий период. Мы его уже прошли, все. Мы именно находимся в этих вратах выхода. Но это и новая точка отсчета. Поэтому нам говорят о том, что, может быть, какие-то были спорные моменты, безусловно. Может быть, мы много раз, это касается конкретных людей. Это и может быть работа, и у кого-то личная жизнь. Когда вы проходили какой-то лабиринт, и такой своеобразный лабиринт, и, может быть, были какие-то эмоциональные перепалки, или были какие-то стычки, да, будем говорить, в разговорах, когда друг друга люди не понимали. Вот, кстати, здесь взаимопонимание тоже, вот что скрывает, какой-то новый уровень взаимопонимания. А может быть, это, как знаете, вы что-то не могли оформить по документам. Здесь вот что завершается. Вам придется свои собственные энергии менять, вам придется менять самих себя. Ведь это карта сильной позиции, мы должны ее как будто усилить, потому что назад мы не пойдем в этот лабиринт. Но от того, как, выходя, может быть, из него, мы сделаем первые шаги. И, кстати, по архетипу карты королева жезлов умеет как-то правильно работать с информацией и правильно распоряжаться деньгами. Вот, видимо, информация и финансы – это вот две таких важные составляющие, что вы именно можете анализировать. Информация может быть разная, и кому-то из вас с учетом туза мечей вам придется именно найти то, что есть на самом деле. Может быть, в какие-то конторы еще заглянуть или офисы, учреждения, как пропутешествовать, прежде чем вы найдете какую-то правду. Этот период, он, знаете как, он у вас продлится какой-то период августа, например. Может быть, это день, у кого-то 2, и он завершится. То есть вы что-то доводите как до точки логической, чтобы расставить все вот эти точки над «и», мы говорим, да. Но у кого-то это может быть какое-то очень ваше важное решение. Может быть, важный разговор, кстати, который состоится. Может быть, с человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии огня. Овен, Лев, Стрелец. Или имеет там асцендент. Здесь может даже вам поступить какое-то предложение, мои дорогие. А я должна сказать, да, рыцарь кубков. И, соответственно, это может быть для вас неожиданно. Для кого-то та история, которую я по предыдущей позиции описывала. И, внимание, мои дорогие козероги. Август у нас еще очень такой символичный месяц за счет многих планетарных транзитов. Потому что, если мы кому-то говорим «нет», то, скорее всего, «да», потом мы сказать не сможем. Поэтому будьте аккуратны по части слов или вынесения вот таких вердиктов. Мы ведь можем подумать, ну, хорошо, предложил, допустим, человек сегодня, ну, значит, мне предложат завтра. А этого часто не происходит.
Здесь и есть такой риск, что если мы не пройдем вот как этот экзамен жизни, о котором я говорила, для нас какая-то дверь может закрыться навсегда. Тут есть такой вибрирующий момент, это вот представьте, вы идете по канату. Ни вправо, ни влево. Придется держать равновесие. Но это равновесие, оно того стоит, потому что что-то, знаете, не совсем простое. Может быть, это не совсем простой человек. Но это может у кого-то из вас даже проиграться такая история. Смотрите. Какой-то прежний период времени у вас не получалось что-то осуществить. Именно потому, что человек не был, ну, как бы готов к диалогу. Просто даже диалогу. Или словно перед вами была опять же закрыта какая-то дверь, и вы видели только один лабиринт. Что уйдет? Почему именно уйдет? Вам, как высшие силы, помогают. И может сложиться, вот знаете, какая-то такая ситуация, которая будет касаться, может быть, буквально получаса, часа, какой-то очень короткий период. Или какое-то предложение. И вы рискуете, если вы откажетесь, словно себе вот закрыть на года эту дверь, куда бы вы могли войти. Тогда, то есть будет предложение приятное, но оно приходит и уходит. Это не продлится долго. Сумейте, мои дорогие козероги, ухватить жар-птицу за хвост, что придет взамен. Но вот где-то вибрирующее все то, что я сказала, карта искаженного восприятия. То есть будет какая-то тема, человек может быть конкретный, вы его можете не доверять. Или у вас какая-то история, которая была прежде, ну, не совсем в приятных энергиях, которая вас потом погрузила в какие-то размышления, в какое-то самокопание. И она, скорее всего, касалась денег, мои дорогие. Вот вам эта карта, которая переворачивается. Тут действительно это на будущее. Я могу сказать так. Ведь у кого-то может быть вообще банально. Допустим, ваша помощь. Или вопросы финансов, когда вам нужно собственную, как грамотность финансовую увеличить. Но это не в обиду будет сказано. Пересмотреть, может быть, бюджет свой. И опять же, я говорила, солнце в Деве, наведение порядка. Может быть, по части финансов. Пересмотреть какие-то свои отчеты, свои документы. Может быть, придется делать какие-то согласования. Получать тоже какие-то финансовые подтверждения. Ну, или важные бумаги, мои дорогие. Вот, может быть, эта тема заставляет вас так более вдумчиво просчитывать собственную траекторию по части финансов, как приход и расход, и не поддаваться на эмоциональное какое-то воздействие, а вот именно держать руку на пульсе, потому что у кого-то ситуация могла быть связана с близкими людьми. Но вот все то, что я говорила, Фортуна, именно в какой-то подобной вибрирующей ситуации сейчас на вашей стороне. Вы как будто рискуете, если мы вот именно по финансам оставим свое, как прежнее отношение к деньгам, или, может быть, прежние методы действий, мои дорогие, то вы как рискуете вот эту самую жар-птицу как будто упустить. Вот этот период будет коротким. Это, знаете, может быть какой-то прорывной для вас период, когда вообще вся ваша жизнь будет меняться. И если мы себя не готовы менять, да, тут ведь не готовы по 8 мечей. То есть это какой-то момент внезапности может быть. Или когда вы понимаете, вот нет, как я действовала или действовал прежде, так не может быть. Но все зависит от того, как мы эту мысль, да, или пусть это через информацию к нам приходит, какие корни эта информация пустит нас, и что или чему мы дадим дальнейшее продвижение. Будем мы что-то предпринимать или махнем рукой и скажем, да, нет, пусть как шло, так оно и идет. Ведь по колесу фортуны нам тоже говорят, что придется действовать быстро или как-то вам отреагировать на что-то быстро. Потому что колесо фортуны – это вот поэтому и колесо, мои дорогие. Мы все знаем, глядя на колесо, вот вспомните себя, глядя на вращающееся именно колесо, нам кажется, что оно сначала идет как бы вверх, да, вот этот обод, а потом неизбежно будет спад. И вот не потеряй времени даром. Сейчас фортуна и высшие силы. Смотрите, 2 карты именно об этом на твоей стороне. И у кого-то будет явно взаимодействие с конкретным человеком. Что будет продолжаться? Вы знаете, вот подобное состояние выбора
да, или каких-то ваших сомнений, оно будет продолжено. Но вообще-то нам карты про историю любви рассказывают, поэтому здесь могут проходить и близкие, здесь могут проходить какие-то вопросы, которые долго не решались, так что тут будет продолжаться. Тут какая-то перезагрузка у вас идет. Именно по части будущего. У вас еще и как бы сам по себе символ Меркурия, корабль. Это всегда перемены, которые у нас на горизонте, да? Но человек у нас останавливается, как будто он сам принимает решение притормозить, потому что ему нужно определиться, что он из прошлого возьмет с собой в будущее. И рядом у нас десятка жезлов. Какой-то прежний опыт, который мы 150 раз уже прошли, и мы туда даже оглядываться не хотим. В чем-то мы устали. Вот поэтому у кого-то вот этот выбор, который тоже часто проходит по аркану влюбленные, он у вас, возможно, будет продолжаться. Не совсем, правда, выбор. Двойка жезлов – это долгое время у нас ничего не менялось. И вот вам как будто нужно в себе самом такую перезагрузку, может быть, поэтапно, а может быть, все карты говорят – с учетом планетарных транзитов. Смотрите, у нас планета Плутон, и мы говорим, это тоже где-то провластная, одна из провластных планет, которая оказывает влияние непосредственно на нашу судьбу. Так вот, у нас Плутон в ретро-движении. Любое ретро-движение – это какая-то прошлая история, которая нам хорошо знакома. И когда Плутон уходил вот именно в этот обратный путь, он нам как будто нас предупредил. Если у тебя, Козерог, сложилась какая-то тема, вопрос, проблема на конец мая или на начало июня, значит, этот вопрос ты, возможно, будешь в течение лета прояснять, и прояснится он у тебя к середине осени. То есть вот когда момент такой настанет, когда Плутон выйдет из этой обратной петли. Это, если мне память не изменяет, 18 октября. Но еще интереснее. Вишенка на торте, ваша планета-управитель, Сатурн, мои дорогие. Ведь она тоже в ретро-движении. И это может быть или один вопрос, или вообще два каких-то вопроса, а то и три. Так вот, по ретро-Сатурну все то же самое, какое-то дежавю, какое-то прошлое, которые будут, или темы, вопросы, которые будут продолжаться вплоть до конца года, потому что петля Сатурна до 11 декабря. Вот настройте себя, что вам, видимо, вот этот выбор не только в августе, а вам тут действительно придется адаптироваться к новой ситуации, к новым условиям, к новым заработкам, к новым, может быть, к новому окружению, к новым людям. Вот какая-то перезагрузка у вас и проходит. В чем ваша фортуна? Всегда говорю, по этой карте пора сворачивать. Обратите внимание, пажи, кстати, это вестники. И иногда это та весть, которую, ну, вот не попрешь ты против нее, да, я надеюсь, понимаете мой сленг. Но иногда вот мы слышим такое или получаем даже документ такой, мы понимаем, но если нас там, ну, условно, несогласие какое-то, как, знаете, пожар бушует в душе. А вот так вот, если головой холодной подумать, ну, ты с этим ничего не поделаешь. Именно это нужно принимать. Для кого-то это может быть собственный инсайт, когда вы понимаете, это вы не хотите. Или наступает какой-то ответственный момент X, когда, ну, обстоятельства так сложились, и как бы нам что-то там не нравилось, или какие-то были наши предпочтения, а вот сейчас именно такие условия, и нам нужно именно что-то поменять. Может быть, на что-то и согласиться. Но ведь по этой карте я иногда говорю, представьте, вы идете по сумеречному лесу, по тропинке. Вы знаете эту дорожку. Вам ничто не угрожает. И вы идете в таком расслабленном состоянии души. Просто идете. И вдруг на какой-то момент, да, у вас в голове, ну, вот как такая мысль. Все. Вот с этого момента мне прямо сейчас пора сворачивать. Вот это такой внутренний инсайт. Поэтому будьте внимательны подсказкам собственной интуиции, потому что интуиция – это у нас не что иное, как прежний опыт и интеллект, мои дорогие. Тут правда какая-то ситуация, когда мы вот внезапно даже понимаем, так тут нам нужно действовать по-другому. И не случайно паж держит меч и как будто вам показывает другое направление. И несмотря на то, что меч обоюдоострый, два голубя, а голубь – это всегда благополучие, но их два, поэтому явно есть какое-то взаимодействие с кем-то, хотя у вас, мои дорогие, может быть, как вопрос, который будет решаться по части ваших детей, даже взрослых детей или внуков, к примеру.
Правда, тут вам придется решать какую-то денежную тему. Но мы ведь спросили, в чем ваша фортуна? Даже сложные финансовые темы вы можете уладить. Но, мои дорогие козероги, в другом ключе. Если мы будем настаивать на своем, или если мы будем пользоваться прежними методами, ну, как будто мы рискуем что-то потерять. Будьте внимательны. А что будет внезапно? Может быть, совершенно неожиданно. Смотрите как, да? А вот, кстати, это карта Солнца в Деве. Ну, пусть не в этой колоде, но есть колоды, в которых, кстати, Чиро Маркетти прорисовывает. И это карта критического мышления. Вот что будет внезапно. Поэтому, видимо, вот из разряда, может быть, и осенило, как я говорила, иду по тропинке, никого не трогаю, да? Как у Булгакова, никого не трогаю, подчиняю примус. И может быть такой момент, когда мы понимаем, что да нет, тут нужно делать совершенно как-то все по-другому. Мне именно сейчас посылает судьба какой-то важный вариант. И если я действительно, вот как я говорила, сейчас вот именно какие-то, ну, такие новшества или новые элементы осознания, новые элементы действия, взаимодействия, ну вот все равно что-то по-другому не внесу в свою жизнь, я рискую именно что-то упустить. И это приходит, ну, где-то интуитивно, безусловно, но это еще и приходит от договоренностей. Наша дева держит на короткой цепочке льва. И лев вот именно прообраз нашего эго. И значит, мои дорогие, что может быть внезапно. Могут быть такие моменты, что хочется возразить внезапно, да, или сказать, да пошел ты или пошла ты. Ну, я утрирую, конечно. Я надеюсь, искренне вы понимаете мой сленг. Ну, мы все люди живые, правда, и именно нам свойственны эмоции. Но вы это удержите, а потом себе скажете спасибо. Потому что это карта дипломатии. Только дева, вот такая прекрасная, может договориться с этим львом. Может быть, и люди будут, персонажи сложные. Помним, что нас сопровождает Венера в Деве, как я говорила. И это более такие лояльные энергии. Это дипломатия, мои дорогие. И лев подчиняется именно Деве прекрасной, потому что не чувствует агрессии. Здесь, понимаете, даже когда вы с кем-то, вот, что может быть внезапно, может быть какая-то действительно важная тема у вас как не просто вибрирует в вашей жизни, она зависла в воздухе. И у вас будет какой-то момент X, который вам подарит судьба, и вам нужно будет правильно построить диалог. Тогда, разговаривая с каким-то человеком, от вас не должно быть, знаете, напора. Когда мы не давим своим авторитетом, а, знаете, становимся такими внимательными слушателями, с улыбкой на лице и холодной головой. Вот для вас это прямо вот, может быть, это такие новые энергии. Ну, тогда это как альма-матер самопознания, мои дорогие. Потому что именно такие энергии перед вами открывают будущее. И где-то на этой же стороне, все то, что мы говорили прежде, и ваша фортуна, и помощь высших сил. Но для кого-то может решаться вопрос страстной любви. Мои дорогие девочки, это вы будете, что для вас внезапно. Правда, у кого-то может произойти встреча. Может быть, новый человек. Может быть, и человек не новый, но ваш адрес – это больше внимания, больше комплиментов. Это вы как-то так очаровывать будете противоположный пол и притягивать к себе. Мои дорогие мужчины, это может проиграться ситуация тоже где-то страстной любви, когда есть женщина, с которой хочется быть рядом, которая очень интересна, которая непростая, кстати, нет, которая, мы не о гордыне говорим, но которая очень самодостаточна. И тут тоже командовать, как генерал на параде, не получится. Тут именно нужно ее понять. Поэтому, но, видимо, любовь творит чудеса, нам об этом сказали с самого начала. Вот такие для вас энергии в августе месяце, мои дорогие любимые козероги. Перекладывайте на себя. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, и читайте публикации на моем сайте, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.
и вам для этого все карты, все козыри, как говорится, в руки.